Казалось бы, как можно выделиться в нишу бьюти? Ведь это такой кровавый океан с огромной конкуренцией. Вспомните только конкуренцию Ритуаля и Ревгоша, и какой-нибудь Сифоры, которая раньше была в России. А еще раньше, если вы такой же старый, как и я, то вы помните Арбат Престиж. Вот мы туда с бабушкой ходили постоянно. Так вот, сегодня я анализирую маркетинг Золотого Яблока, потому что Золотое Яблоко стало, пожалуй, самым крупным игроком на рынке в данный период времени. Сегодня посмотрим на их маркетинг комплексно, на их фишки, на их продукцию, и чем же вообще они взяли и покорили этот рынок так быстро. С вами Маша Голубева, ставьте лайк, подписывайтесь и погнали! Не просто так я вспомнила про Арбат Престиж и Летуаль, потому что целевая аудитория этих брендов — это взрослые такие тети, которые хотят потратить деньги на какую-нибудь вкусную парфюмерию и купить себе классную помаду, чтобы Людка в офисе обзавидовалась. Золотое Яблоко решили туда не залезать, потому что это только кровавый океан, где выживают сильнейшие, и они пошли плавать в Голубой океан, где не было конкуренции в тот момент, когда они запускались. Дело в том, что они сфокусировались на более молодой аудитории, таких тиктокеров, зумеров, как модно сейчас говорить. Они по факту создали свою нишу, да, и отожрали этот кусок аудитории, потому что вдохновились трендами из ТикТока, и вангую, что они вдохновились Sephora Kids, где маленькие дети бегают по магазину с косметикой и выбирают себе разные всякие приколюхи. Также дело не только в маркетинге, но и в продукте, потому что они одними из первых привезли корейскую косметику и вообще задали глобальный тренд на российском рынке, что это все модно, это работает, и вам это точно обязательно нужно протестировать. Еще что касательно вообще рынка, продукции, сейчас я немножко потушню, и дальше мы придем к всяким фан штучкам типа инфлюенс-маркетинга. Изначально Золотое Яблоко, они начали развиваться не в Москве, они начали развиваться в регионах. Я видела этот разбор в каком-то интервью на Ютубе и очень четко запомнила то, что бренды, которые изначально базируются в Москве, они не могут разрастись так сильно, как бренды, которые базируются где-нибудь в Новосибирске и ниже с ними. Вспомните только бренд 12 Stories, который из маленького города перешел в Москву. То же самое произошло и с Золотым Яблоком. Все дело в том, что потребности москвичей, они довольно сильно отличаются от потребностей людей в регионах. И тут важно понимать, что когда ты затрагиваешь именно региональную вот эту вот зону, да, она больше, там меньше конкуренция, там можно потестировать гипотезы с более маленьким бюджетом, нежели московские сделать какие-нибудь коллабы и вот это вот все модненько в Москве наснимать. Второй важный момент. Золотое Яблоко выбрали тоже специфичный тон of voice, примерно так же, как Aviasales. Я разбирала недавно в выпуске у себя на канале их маркетинг. Так вот, тон of voice, то, как они общаются со своей аудиторией, это не сухо, не скучно и не на таком вот, знаете, вайпах, типа мы не такие, мы эксклюзивные. Они делают контент для того, чтобы в первую очередь развлекать свою аудиторию. Они показывают, как это все работает. Они коллаборируются с разными крупными инфлюенсерами, с блогерами. Очень много UGC-контента. То есть, в целом, если посмотреть на сетку Золотого Яблока, то у них абсолютно в каждой медиасети прослеживается один и тот же tone of voice, что делает бренд запоминаемым. Касательно инфлюенс-маркетинга, Золотое Яблоко не делает такие, знаете, одноразовых коллабораций. Например, они запустили шоу про бьюти-тренды, где разные блогеры пробуют разные штуки на себе и делятся своими впечатлениями. И это они запустили не на раз, не на два, не на три, а действительно на долгий период времени. Плюс, что мне очень нравится, в контенте Золотого Яблока часто они используют своих сотрудников для того, чтобы те участвовали в их роликах, что-то такое рассказывали прикольное, давали советы, пробовали что-то на себе. То есть они выстраивают долгосрочные отношения не только с аудиторией, но и с сотрудниками. То есть ценность, которую они транслируют, это долгосрочное взаимодействие. И это показано абсолютно везде. Третье — это визуал. Визуал Золотого Яблока, так же, как и визуал Aviasales, очень яркий. Заметьте, что они не используют консервативные вот эти вот оттенки. Вспомните Ритуаль с их темно-синим вкраплением на буквах. Помните какой-нибудь Ревгош, там в основном тоже монохромная гамма была. То есть они выделились в прямом смысле этого слова. Плюс их пакетики. Их пакетики — это просто вообще что-то божественное, да, потому что вот этот яркий пакетик, который гуляет по городу абсолютно у каждой второй девушки, он сам по себе побуждает новую аудиторию вообще зацепиться вниманием. И опять же делает так, что бренд начинает мелькать на глазах у сотен тысяч людей.
целом магазины «Золотого яблока» очень круто продуманы. Если вы когда-нибудь были в этом магазине, то вы точно понимаете, что вы не выйдете без покупок никогда. Я помню, как-то раз мы вместе с моей мамой зашли для крема для рук, что-то такое купить. И мы просто вышли с 2 пакетами больших косметики, сами не поняли, как это произошло. Если у вас тоже такое было, то поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я не чувствовала себя чокнутой шпаганичкой. Вот, магазины «Золотого яблока» спланированы очень классно, потому что ты приходишь внутрь, первое, что ты видишь, это стенды с дешевым косметосом. Везде можно все потрогать, понюхать, все потестировать. Свет у тебя мягкий, рассеянный. В магазине всегда много пространства, то есть даже с такой в самый час пик все равно есть где-то место, где вы можете протестировать то, что вам нравится. Плюс, конечно же, это пробники. Пробники — это просто топ of the топ. «Золотое яблоко» явно на это не экономит. Всегда очень приятно, что помимо какой-то покупки получаешь кучу всего в подарок. И это тоже добавляет очень приятных, таких позитивных эмоций уже после того, как ты выходишь из магазина. Плюс помним про клиентский сервис. То есть в «Золотом яблоке» к вам никто не начнет навязчиво подходить, что-то толкать. Я думаю, что женщины, которые хоть раз заходили в магазин Intimissimi, вы ощущали на себе этот прессинг 5 продавцов, которые на тебя налетают и спрашивают, какие трусы тебе нужны. А точные такие, а чулочки хотите? А поясок вам нужен? А может быть халатик? И ты думаешь, господи, мне просто нужен был лифчик, обычный, базовый, или там носочки. В «Золотом яблоке» такого отношения к вам никто не допустит. Консультанты вежливые, сдержанные, молодые. Плюс недавно в каком-то видосе видела про клиентский опыт историю, что девушка выходила из «Золотого яблока», у нее запищала сумка, а мы знаем, что это всегда очень неловко. К ней подошел охранник, и после того, как он ничего у нее не нашел после проверки, да, вот ее вещей, он подарил ей еще и маску в подарок. Ребят, можно я так из ЦУМа буду выходить, чтобы у меня что-то запищало, и мне потом подарили что-нибудь в подарок? То есть вы понимаете, что в каждом моменте соприкосновения с этим магазином это вызывает очень много теплоты. Помимо этого, в магазине у них всегда происходит какая-то активность. То есть это либо какой-то мастер-класс по макияжу, либо какое-то выступление блогера. То есть они постоянно привлекают свою аудиторию в офлайн. Понятное дело, что в онлайне у них 100% все хорошо. Я помню, что когда я еще жила в Москве, там была супер быстрая доставка. Буквально через пару часов у тебя могла эта косметика, которую ты себе заказал, оказаться на столе. И это все про клиентский сервис. То есть маркетинг отдельно от вашего продукта жить не может. Если у вас дерьмовый продукт, то никакой классный маркетинг его не спасет. Следующий важный момент — это воронка косметики, в которую ты попадаешь. Дело в том, что у них примерно 70% ассортимента выделено на бюджетную косметику и где-то 30% на люксовую косметику. А это значит, что когда ты заходишь в «Золотое яблоко» и думаешь, сейчас куплю себе какую-нибудь тушь, и видишь вообще большое разнообразие этих тушей, у тебя в голове все равно есть бюджет на эту тушь, да, и «Золотое яблоко» это немножечко предубеждает. То есть ты берешь эту тушь там не за 1,5 косаря, например, а за 300, и думаешь, положу себе еще чего-нибудь, и в итоге набираешь большую корзину. Плюс, что мне еще очень нравится, в «Золотом яблоке» вы можете купить не только косметоз, вы можете купить какие-то штуки для дома, какие-то прикольные селективные духи, которые вы нигде не найдете. То есть они сейчас еще, выстрелили на этом эффекте дефицита. И, конечно же, они выстрелили с того, что у них собрано все в одном месте. Естественно, это доступно не для каждого бизнеса, естественно, это тоже у них не с первой секунды было, но, тем не менее, то, что они разрастаются в своей продуктовой линейке, делает их очень конкурентоспособны. На следующий важный нюанс, который в целом делают очень много брендов, но именно «Золотое яблоко» выстреливает из-за своего цвета. Они развешивают перед открытием огромные баннеры о том, что здесь скоро будет «Золотое яблоко». Безусловно, конкуренты этого тоже боятся, потому что «Зая» — это такой убийца всего вокруг, потому что у них есть все и сразу. То есть это абсолютно убийца конкуренция. Если вы посмотрите на Инстаграм «Золотого яблока», да и в целом на их контент-маркетинг, то вы увидите, что опять же все построено на эмоциях. Они делают такие жизненные ситуации в духе «пробую уход для кожи с высыпаниями», что делаю, вот такие вот штуки. То есть они не говорят топ-3 продукта от высыпаний. Они визуализируют и представляют вот эту вот реальную ситуацию их клиентов. О чем я говорю, что клиентов очень важно понимать. Плюс у них есть UGC-контент, который хорошо снят. Это тоже сейчас вовлекает. То, что они не делают все только, знаете, на камеру, только с дорогим продакшеном. Они дарят именно эмоции и настроение. И очень прикольно они анонсируют свои скидки. Они делают это не скучно. Например, вот здесь вот есть прям галерея, где девушки идут, и вот пойдем на бьюти-дни в «Золотое яблоко», закупимся со скидками, сделаем крутые селфи, сходим на мастер-класс с визажистами. То есть они прям простраивают у тебя в голове маршрут, по которому ты потом пойдешь.
Вот правда, как зомби пойдешь. Ну и, конечно, маркетинг золотого яблока строится на всех популярных мемах. То есть вот, например, недавно из «Детей шпионов» вышел вот этот мем, они сразу же, конечно, запилили Дилсик. И вот здесь вот я просто смотрю, прохожусь, они постоянно в повестке. То есть, например, Бритни Спирс, да, про нее очень много сходило разных там сплетен, новостей, вот этого всего. Кого они ставят? Конечно же, там первую ее, и плюс добивают нас историю про ностальгию, про то, какие продукты были популярны в 2000-х. А ностальгия сейчас тоже один из самых таких больших трендов. Они постоянно делают такой контент, которым очень хочется поделиться с подружкой. Ну, то есть я бы прям, если бы я сидела и была на них подписана постоянно, я бы его репостила. Но, кстати, сейчас залезла на YouTube Золотого Яблока. 1000 просмотров за 4 дня. Ребята, вы можете лучше. Приходите ко мне на YouTube продвижение. Притом странно, потому что тема про бьюти-расклад, но тут, конечно, с телефоном очень плохо видно, что написано. Но, опять же, если мы вот посмотрим, превьюшки кликабельные в целом, в среднем по больнице. Короче, сейчас немножко критики будет в сторону YouTube Золотого Яблока. Смотрите, бьюти-расклад на июнь для всех знаков зодиака, это хорошо зайдет в коротком контенте, потому что он очень быстрый. А в длинном контенте там особо показать нечего с точки зрения вообще вот наполнения, да. То есть люди какой-то объективной пользы на себя не вынесут. А если это будет в коротком контенте, то этим контентом захочется поделиться и его пошерить со своими друзьями. Потому что ха-ха, весело, смотрите, по близнецам надо мазать ретинол. Но при этом контент, который отвечает потребности их целевой аудитории напрямую, то есть в духе, как сделать мейк на проблемной коже, он набирает в целом неплохо. Понятное дело, что контент с блогерами будет набирать всегда большие просмотры, но я бы на месте Золотого Яблока, для того, чтобы у них не только контент с блогерами выстреливал, позвала бы какого-нибудь ведущего к себе на канал и ученых, потому что сейчас очень в тренде, и я вижу, что молодое поколение любит, это изучать наше тело, наше здоровье, особенно женское. То есть я бы прям разных спецов в разных сферах бы позвала и взяла бы у них какие-то прикольные интервью и сделала бы клевые коллаборации. Ну, то есть в духе там Гоши Карцева, который зовет разных чуваков к себе на канал, и они устраивают вот этот челлендж, типа фейк это или оригинал. Это тоже очень прикольно, потому что можно там разных косметологов звать также. И, грубо говоря, с закрытыми глазами давать им потестировать разные продукты на ощупь. Ну, то есть форматов на самом деле много, и я вижу то, что Золотое Яблоко, они регулярно стараются вести свой контент, но, опять же, например, 6 месяцев назад у них было опубликовано всего 3 выпуска. Это мало. То есть для такой, на самом деле, движущейся машины большой, это очень мало. То есть хотелось бы больше. То есть у них примерно 2-3 выпуска в месяц, а это не подсаживает аудиторию на то, что делает бренд. Ну и шовцы, я захожу в шовцы, 292 просмотра, 1,5 косаря просмотров. Это мало для такого бренда, как вы, Золотое Яблоко. Приходите. Я знаю, что на моем Ютубе тоже немного просмотров, но у нас вот такие результаты у клиентов. А давайте мы вам тоже сделаем охренительно крутой контент. То есть, видите, есть некоторая ошибка в том, что они делают контент и репостят его на все площадки. Но при этом очень важно помнить, что контент из Инстаграма, он не всегда хорошо выстрелен на Ютубе. Это скорее исключение, чем правило. У Ютуба, короче, есть свои особенности. Я про это в своем телеграм-канале много рассказываю. Касательно приложения Золотого Яблока и сайта, вопросов вообще нет. По-моему, это ультра удобно, ультра просто и супер понятно. Я прямо сейчас зашла на их сайт и увидела, что они начали продавать помимо товаров для дома еще и технику. А сейчас мы помним, что очень большой идет тренд вообще на wellness. То есть все, что связано с любыми корректировками в вашем организме, будь то какие-нибудь микротоки, БАДы, вот это вот все прочее есть, которые люди бесконтрольно начинают употреблять. Вот именно на этом тренде, скорее всего, сейчас Золотое Яблоко тоже полетит, потому что я увидела, что у них собрано очень много классных гаджетов, я бы пару масок себе прикупила и прикуплю. Напишите, какие фишки в Золотом Яблоке вам нравятся больше всего. А с вами была Маша Голубева, маркетолог и продюсер YouTube-каналов. До новых встреч!